Во время прогулки с собакой моя мама заметила щенка. Маленькая собачонка спала в подъезде за дверью, скрутившись в клубочек от холода. Мама пожалела бедолагу и привела собаку в квартиру, чтобы покормить и отогреть. Это оказалась девочка. Собачка забилась в угол прихожей и боялась пошевелиться. Она чувствовала, что это чужая территория, и вела себя очень скромно. Мама не могла запереть, возможно, чью-то собаку дома и уйти на работу, поэтому после еды и отдыха пришлось оставить ее в подъезде. Тем временем мы проверили все объявления в интернете, вдруг она потерялась, но никто собачку не искал. Через несколько дней от местного дворника мы узнали ее печальную историю, но обо всем по порядку. В те дни на улице стоял сильный мороз, и было решено временно приютить собачку у себя и попытаться найти ей хозяина с помощью этого канала. Мы приехали поснимать ее на видео, но собачки нигде не было. Уже думали, забрал кто-то или убежала, но чуть позже она снова появилась. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. В конце я расскажу, что нам нужно сделать, чтобы помочь найти ей нового хозяина. Это очень важно. Когда она нас увидела, она была безумно счастлива. Маму она уже знает, а нас с Катей видела впервые. Но от радости прыгала так, будто мы знакомы всю жизнь. Это у нее пятно грязное или это пятно? Грязное вот это. Вот у нее рыжее пятно. И уши грязные. Что? Замерзла. Замерзла. Собачка подбежала к нашей двери и села на коврик. Она смотрела нам прямо в глаза и очень надеялась, что мы возьмем ее с собой в квартиру. Дома тепло и есть еда, а для нее сейчас это самое необходимое. Сиди здесь. Собачка легла на ковер в прихожей и была безумно счастлива даже этому метровому кусочку жилья. Малышка не побежала вылизывать кошачьи миски и хозяйничать по квартире, а наоборот вела себя очень скромно и уважительно ко всем обитателям этого дома. Собака была очень грязная, местами в какой-то мазуте, потому что часто спала на стоянке под только что приехавшими и еще не остывшими машинами. А еще она постоянно чесалась. Скорее всего, у малышки проблемы с ушками, а в ее шерсти стая блох. Но это исправимо. Грязь мы сейчас смоем, а все остальное покажем ветеринару и будем лечить. Любое бездомное животное, пусть даже самое грязное и больное, всегда можно отмыть и вылечить. Просто наблюдайте, как собака будет меняться. А пока мы знакомимся с нашей новой героиней, я попрошу вас подписаться на наш канал. Уже 5-й год мы подбираем с улицы вот таких несчастных бедолаг, и с помощью этого канала находим каждому новый дом. Этот канал является нашим главным инструментом, без которого все это было бы практически невозможно. Вас очень много смотрят наши видео без подписки, поэтому давайте прямо сейчас навалим так много подписок, чтобы счетчик новых подписчиков вновь взлетел до небес. А я в следующем выпуске покажу скриншот, сколько новых подписчиков принес нам этот выпуск. Только, пожалуйста, ни в коем случае не используйте накрутку и всякие черные схемы для увеличения числа подписчиков. YouTube все равно все спишет, и ваши старания окажутся бессмысленными. Поверьте, нам нужна не просто цифра, нам нужны реальные люди, с которыми мы будем продолжать заниматься любимым делом. И помните, лучше 1 раз подписаться и 100 раз посмотреть, чем наоборот. Собачке очень хотелось пройти дальше прихожей, ведь там и босс сидит, и коты ходят, и еще куча всего неисследованного и интересного. Но пока она вся в грязи и в мазуте, мы ей не позволяли заходить в зал и другие комнаты. Вот сейчас от грязи отмоемся, а там будет видно. Мама на правах новой временной хозяйки отправляла ее в условное место. А малышка все понимала и слушалась, но все равно пыталась всячески подлизаться и выпросить визу на посещение других комнат. Ой, хитрюга, ой, хитрюга. И кто это тут такой хитрый, а, хитрюга? Вот это грязь, а вот это пятно, да? Сейчас будем мыть. Лисенок маленький. Ой, какие маленькие зубки еще. Маленькие зубки. Ну что ж, немного познакомились, теперь пора готовиться к купанию. Хоть тогда было и не 31 декабря, и пусть у нас в квартире бани нет, но традиция мыть всех принесенных с улицы животных у нас все равно имеется. И теперь, по иронии судьбы, один из нас должен оказаться в другом городе, чтобы встретить там свою будущую любовь. Из нас всех это обязательно будет собачонка. Ну, спасибо, за это надо. Так сказать, серьезно, это да.
Малышка была очень грязная. Пришлось ее тереть мочалкой, чтобы отмыть все эти пятна, которые она накапливала беспризорным образом жизни. Грязнулечка, ты моя грязнулечка. Сейчас будешь белоснежной, беленькой. Вода была буквально черного цвета. Зато интересно будет посмотреть после мытья, какая она станет чистая и белоснежная. Нормально все слабо, это красное это что? Это Это кожа. подушечки такие. Ну вот, совсем другое дело. Собака изменилась на глазах, даже в квартире светлее стало. Теперь такую белоснежную принцессу можно и с будущей новой семьей знакомить. Нам осталось еще хорошенечко покушать, и можно отправляться на отдых. Беленькая. Ошейник видно, да, он был. На шее собаки отчетливо просматривался след от ошейника. А еще во время прогулок мы заметили, что она очень любит детей. Скорее всего, в ее прошлой семье были дети. Затем щенку положили плед в угол около кошачьего домика. Она сама выбрала это местечко, как только пришла в квартиру. Значит, пусть это будет ее временное место. Мама называла собаку Линдой. Когда я спросил, почему именно Линда, мама сказала, что это слово само просится. Ну что ж, Линда так Линда. После мытья можно и покушать. Линда выглядывала из своего места на кухню, где прямо сейчас готовится ее ужин. Сейчас будешь кушать? Сейчас будешь кушать? Истощенная собачонка жадно поедала свой ужин. Чуть глаза из орбит не вылезли. Она еще не понимает, что время голодных скитаний по подъездам и дворам прошло. И теперь в ее жизни наступают новые времена. Времена больших перемен к лучшему. Вы заметили, что после мытья и плотного ужина все бездомыши погружаются в глубокий сон? Некоторые могут спать аж до следующего утра. А все потому, что приходит сытый расслабон, и организм потихоньку набирает все утраченные силы. Это ведь не на морозе спать, и не на твердом полу холодного подъезда, где постоянно кто-то ходит и не дает расслабиться. Зато теперь она выспится как следует, и будет совсем другое дело. Историю собаки мы узнавали в течение нескольких следующих дней. Первым щенка обнаружил наш сосед. Он рассказал, что щенок сидел в лифте, вызывает лифт и видит страшно напуганное, зажатое в угол белое пятно. Тогда они с женой нашли коробку, настелили тряпок и поставили на первом этаже около батареи. Но в коробке собака лежать не захотела. Скорее всего, в тот же день мама ее обнаружила уже вот за этой дверью на входе в подъезд. Они с боссом возвращались с прогулки, и босс стал что-то нюхать за дверью. Мама смотрит, а там лежит этот щенок, свернувшись в клубок. Только, увы, мама это даже не сфоткала. Я уже сказал, чтобы все всегда снимала. Не пригодится — удалишь. А то как мне потом людям все это рассказывать без видео? Ну, в общем, тогда мама и пожалела бедолагу, привела в квартиру, накормила, напоила и оставила погреться, о чем я уже рассказывал в начале выпуска. И поснимала на видео, чтобы показать мне. Мы думали, что щенок мог просто потеряться. Искали объявление от ее хозяина, ведь вдруг кто-то сейчас с ума сходит по своей малышке. Но нигде никаких объявлений не было. Через несколько дней мама видела, как эта собака
спала прямо в луже под машиной. Стало ясно, что щенок бездомный и никто его не ищет. И тогда она решила временно приютить у себя и заняться поиском уже нового хозяина. Потом, во время прогулки, малышку узнал дворник и рассказал маме ее непростую историю. У этого щеночка действительно был хозяин, даже целая семья. Они жили неподалеку от нас, в соседнем дворе. Как мы поняли, он лично знал эту семью, знал собаку и ее хозяина. Ну и вот, некоторое время назад хозяин умер, а родные, по всей видимости, оставлять собаку не захотели и просто выперли ее из дома. Чуть позже я тоже встретил этого мужчину. Он, как нас увидел, сразу стал спрашивать, что мы решили делать с этой собакой, оставлять ее у себя или искать другого хозяина. Кусок разговора я успел записать на видео. А с какого дома? Вон тот? Она ее выкинула. Так а кто? Кто она? Ну, женщина вот в том доме. А чего выкинула? Ну, муж умер, он же ее в себе брал. Она водила, умка. Она говорит, умка вот, а Паши нету. Во, умка. Паша умер на той неделе. Она 2-3 дня вывела ее и выкинула ее. Пошли, босс. Тебя выкинули? Вот тут-то пазл и сложился. Скорее всего, щенка бросили на улице, да та вернулась и скулила под дверью. Поэтому пошли в другой двор, оставили ее в лифте и быстро смылись, чтобы она не побежала за ними. Я не берусь что-либо утверждать, меня там не было. Я высказываю лишь наши предположения на основе всплывшей от местных жителей информации. Но если правда все-таки было и щенка закинули в лифт и ушли, то как вы спите по ночам? Я могу понять чужие проблемы, но поступок не пойму никогда. Ну хорошо, ну трудное положение у тебя. Ну беда, возможно, пришла в твой дом. Ну не можешь ты оставить себе этого щенка. Ну тогда это объявление, найди ты ей другого хозяина. Свяжись с приютами, с волонтерами, объясни ситуацию, люди поймут, помогут. Но на мороз вот этого наивного ребенка, как мусор бросить и уйти, даже не пытайтесь это оправдывать. Можно оправдать отсутствие логики в человеке, можно оправдать отсутствие здравого смысла в человеке, но отсутствие человечности в человеке оправдать невозможно. С тех пор одинокая собачонка бродила по дворам и пряталась в подъездах от холода. Бедолага вмиг стала никому не нужна. На улице холодно, а домой не вернешься, потому что тебя там уже никто не ждет. Вот так и скиталась в поисках привычного уюта и тепла. Подбегала к людям, потому что привыкла получать еду, ласку и всю необходимую заботу именно от человека. Наивно надеялась услышать среди прохожих тот самый родной стук сердца своего хозяина. Но в ответ получала бездейственное сочувствие или вовсе ледяное равнодушие. А учитывая, что у нас в городе активно отлавливают бродячих собак, вот так вот ее жизнь вскоре закончилась бы в местной усыпалке. Но гигантская благодарность моей маме за то, что не побоялась трудностей и пошла на все это, чтобы сохранить ей жизнь. Я тут вообще ни при чем, я просто тело перед камерой. Это она там каждый день с тряпкой убирает за ней, выгуливает и воспитывает. Очень устает, но нисколько не жалеет. Пожалуйста, скажите ей при встрече добрые слова, пусть ей будет приятно. И еще хочу сказать большое спасибо всем прохожим и соседям, кто подкармливал собачку и просто обращался с ней по-человечески. Ой, все, домой? Пошли, пойдем. Заходи. Счастливая. Ай, счастливая. Да что ж ты такая счастливая? Мы ж просто сходили на улицу. Господи, я хочу быть таким же счастливым. Просто от прогулки на улице. Пошла босса доставать. Босс, представляешь, я на улице была. Я на улице была. Все, пока. Покажи свои глазки. Такие глазки добрые. Мишка, она с тобой поиграть хочет. Ну смотри, как она вытягивается перед тобой. Ми. А он сам не против. Если бы он боялся, он бы уже убежал. Мишка, прекрати.
Но это для воспитания нормально. Чтобы она знала, что он здесь хозяин. Ну да, он тебе по мордасей надавал, да. Ну, солнышко, это в воспитательных целях, это полезно. Ты должна понимать, кто здесь в доме хозяин. Пришла ко мне, пожаловаться пришла, пожаловаться. Скажи, получила ни за что, я же просто поиграть хотела. Иди еще попытайся, иди еще испытай удачу. Господи, Мишка. Сейчас получишь сверху. Снизу получила? Да, сейчас еще и сверху получишь. Да? Что ты злишься? Не достанешь до него? Иди пытайся, иди. Что ты ко мне приходишь жаловаться? Давай, пробуй. Ну, что? Что, недосягаемое, да? Ну, конечно. Я, скажи, не допрыгну до такой высоты. Слишком высоко для меня. А Мишка хитер бобер. Сховался и сидит. Сейчас буду кормить вас. Сидеть. Ух ты! Ты что, серьезно? Умничка. А лежать я не говорил лежать. Тетя, я не говорил лежать. Сидеть. Да, ну, давай еще раз. Сидеть. Вот так. Молодец. Все, сиди. Сейчас будем кушать. Вот, кастрюлька твоя. Там вся еда. Твоя мисочка. Да. На, точи зубы. Пока. Иди. Пока помою. О, Кузя, здорово. Мишка, идем покажу кое-что. Иди сюда. Идем. Пошли. Иди сюда. Идем за мной. Иди сюда. Иди. Вот это что такое? Вот это, Мишка. Вот это кому? Кому это стоит? Да? Ну-ка, давай ешь. Ух ты! Сейчас будем кушать. Пришла сидеть. Линда, сидеть. Садись. Молодец. Сидеть. Умничка. На тебе за это лакомство. Молодец. Сидеть. Ну, не сразу. Сидеть. Молодец. На, лакомство. Я, конечно, не спец, но вот так я приучал босса. Сидеть. Линда. Сидеть. Я босса садил вот так вот, говорил сидеть, садился он, и я ему давал лакомство за это. Молодец, умничка. Ладно, пока хватит. Будем кормиться. Ух ты! Каши с мясом. Ложечка. Этой ложечкой я сейчас буду накладывать тебе еду. Мясо. О, куски. Мяско. Еще мяско. Немножко с этим. Полезненько. О, смотри какой масел. Подожди. Морковочка. Линда, нельзя. Линда, жди. Сначала покормим Линду. На, иди сюда, Линда. Проголодалась маленькая. Босс, пошли кушать. Пошли. На, иди ешь. А сейчас пришло время показать малышку ветеринару и узнать, есть ли у нее какие-нибудь недуги. Сейчас поедем к врачу. К врачу поедешь. Доктор тебя посмотрит. Давай. Ты когда-нибудь каталась в тачке? Я думаю, что она еще не каталась. Сейчас покатаемся. Линда, прыгай. Давай сама. Собака сидела на заднем сидении и смотрела по сторонам. Наш босс тоже любит кататься на машине. Правда, с условием, что его везут не к врачу, а на какой-нибудь пикник или на выходные в деревню. В клинике Линда побежала все обнюхивать.
Помещение новое и пока еще не ассоциируется с болючими уколами и страшными докторами. Линда, иди сюда. В таком юном возрасте поездка к врачу – это пока еще что-то интересное и необычное. Это потом, с возрастом, они начинают бояться такие места, и их приходится тянуть насильно. На холодном столе собака сидела спокойно. Доктор осматривала пациентку и задавала нам необходимые вопросы. Как она у нас оказалась, в каком была состоянии, не знаем ли мы, делали ей прививку или нет, как у нее аппетит и многое другое. Мы рассказали, что у малышки грязные ушки, и она постоянно их чешет. Доктор собрала эту черноту из ушей на исследование, и оказалось, что у нее ушной клещ. Но самое интересное в том, что клещи мертвые. Врач несколько раз собирала ватной палочкой материал из ушей и усердно пыталась найти хотя бы одного живого клеща, чтобы поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение. Но ни одного живого так и не удалось обнаружить. Смекаете, что это может значить? Похоже, бывший хозяин лечил собаке уши, но, видимо, довести лечение до конца не успел. Но мы обязательно доведем это дело до конца. Стой. Стоять. 9-4. Нам сказали, что возраст щенка примерно 4-5 месяцев. Это подтверждают ее зубы, потому что чуть позже у нее стали выпадать молочные зубы, а на их месте выросли коренные. Сразу после клиники первым делом надо сходить по-маленькому. Малышка уже начинает понимать, где можно писать, а где нельзя, и поэтому не стала этого делать в клинике. В таком мелком возрасте собаки еще не приучены терпеть и писают часто, поэтому нужно по возможности чаще выводить на улицу. По дороге домой нужно заехать в еще одно место, которое собачонке понравится намного больше, чем ветеринарная клиника, ведь там больного ничего не делают и всегда пахнет вкусняшками. Сейчас будем делать из нее официально домашнюю собаку. Помню, кот Матроскин из Простоквашино говорил, что его документы – это усы, лапы и хвост. А вот для нашей красавицы главным документом является ошейник, ведь ошейник в наше время лучше всего указывает на то, что собака домашняя. А еще лучше на всякий случай сделать ошейник с номером телефона или адресом хозяина. Вот это будет самый главный документ. Теперь у Линды опять есть ошейник, а еще набрали ей игрушек с вкусняшками, так что планы на вечер у нее уже есть. Снег. Саня тоже пошел с ним покачаться. Мы наснимали еще очень много материала, и все в один выпуск не помещается, поэтому ждите продолжение. А пока мы должны позаботиться о счастливом будущем этой собаки, поэтому досмотрите, пожалуйста, до конца, сейчас будет важная информация. Видите, как получается? Кто-то бросил малышку, а мы оставить себе не можем. Мы не подбираем брошенных животных с целью оставить их себе, ведь всех не оставишь. Может, кому-то из вас понравилась эта малышка, и вы бы хотели забрать ее. Напишите, пожалуйста, нам. Все контакты для связи с нами я оставил в описании под этим видео. Мы лично привезем малышку прямо к вам домой, абсолютно бесплатно. С вас только ответственность и искренняя любовь к животному. А всех остальных хочу попросить помочь с максимальной оглаской. Распространяйте ссылку на это видео у себя в соцсетях и отправляйте друзьям. У кого есть канал в Телеграме или группа ВКонтакте, поделитесь этим видео со своими подписчиками. Даже если их немного, вы все равно сделаете доброе, полезное дело. У кого есть страничка в ТикТоке, вы также можете рассказать своим подписчикам об этом выпуске и его главной героине. Чем больше огласка, тем больше шансов найти малышки хозяина. Поэтому помогите сделать все возможное, чтобы об этом видео узнало как можно больше людей. Как только будут какие-то новости, я выпущу видео, в котором все расскажу и покажу. Давайте сделаем еще одно хорошее дело и подарим этой малышке билет в счастливую жизнь. Мы ведь можем это сделать.